Ходим по улице в поисках жилья, потому что случилась неприятная ситуация, нас просто-напросто не заселили. Ночью где-то будем ночевать непонятно где. Смотрите, нам подарили бесплатно вот 5 личинок, и сейчас Маша их съест. Все, прощаемся с островом Кочанг. Без приключений, конечно же, не обошлось. Мало того, что мы заказали обратный билет с открытой датой. То есть, получается, нужно позвонить и заранее предупредить их. И была неразбериха с тем, где нам нужно было встречаться с остальной нашей группой, потому что в Google картах написано одно название, а в карту, которую предоставили нам тайцы, было написано абсолютно другое название. И на это я потратила, наверное, часа 2. А в итоге все разобрались. А когда мы уже приехали на пирс, когда нам надо было отплывать с этим билетиком купленным, мы стояли и не понимали вообще, куда нам идти. И звонили вот этой женщине из компании, где мы заказывали билеты. И, собственно, она говорила: подождите, мы уже боялись, что сейчас уедут все без нас. В итоге должны были отправиться в 10:10 и отправились где-то в 11. Для тайцев это весьма типично. Тайка, где мы арендовывали жилье, согласилась нас отвезти, сама это предложила. И это было очень приятно, потому что нам ехать от того места до пирса, не близкий путь. И такси, наверное, стоило бы дорого, но даже это не проблема, там заплатить за такси, просто где его искать, там дорога, где ничего нет, кроме того места, где мы жили. Тайка очень улыбчивая, говорила: приезжайте еще обязательно. На самом деле мы не все, к сожалению, посмотрели на острове, что планировали. Внесла свои корректировки, конечно, погода, потому что последние 3-4 дня прям был дождь, было пасмурно. И то, что мы сняли, это очень здорово. Мы, надеюсь, еще сюда вернемся через годик, 2, может быть, 3. И уже доснимаем все, что мы хотели, в таком спокойном состоянии. Хоть наши впечатления об острове Кочанг получились немножко сумбурными, но хочется отметить самые главные факторы, которые мы здесь увидели. Первое – это дико страшные дороги, по крайней мере для меня. Мне кажется, что Паше, если честно, понравилось. Но мне было ужасно страшно. Особенно хочу упомянуть этот момент, когда мы ехали. Мы это, конечно же, не смогли снять, потому что там не то, что снимать, там, не знаю, уже с жизнью прощаешься. Когда мы ехали на горочку, и там еще был резкий поворот, и встал в этом месте цементовоз. Нам в итоге пришлось объезжать по встречке. Я там 10 раз перекрестилась, и у меня реально чуть ли не случилась там истерика, потому что это было просто дико страшно. Хочется отметить пару пляжей, это как раз-таки Лвай Сэнд и Лонли Бич, которые нам безумно понравились. Просто чистейшая, прозрачнейшая водичка, белый песочек и такое уединение. За этим, конечно же, стоит ехать на Кочанг. Лично мне остров понравился, потому что, с одной стороны, я ничего не ожидал от острова Кочанг, потому что я про него абсолютно ничего не читал. Но, с другой стороны, мои ожидания были примерно как что-то среднее между Панганом, Самуи и Пхукетом. У Кочанга есть свой шарм какой-то неповторимый. Есть места, которые прям очень сильно запомнились, и хочется именно в эти места поселиться, да, там или White Sand Beach, или там Lonely Beach, да, где там уединение. И если приехать, то уже не галопом по Европам, там на неделю и кататься по всем островам, а хочется уже на недельки 2-3 купаться, наслаждаться, да, уже не так много снимать, как в этот раз, потому что все-таки это откладывает такой определенный отпечаток, потому что в таком ритме существовать, путешествовать и наслаждаться немного тяжело. Если вы часто приезжаете в Паттайю, там в Бангкок, и ни разу не были там в Пхукете, Самуи, Пангане, и вы не знаете, что такое островная жизнь Таиланда, то настоятельно вам советуем побывать на Кочанге, посмотреть, ощутить, что это такое, потому что это прям настоящая экзотика, где зелень, дороги, где ты едешь 10 минут и практически не встречаешь никакого транспорта, куча каких-то деревушек, пальмы, какие-то уединенные пляжи, где иногда никого нет, а где-то какая-то тусовочная жизнь. И если взять байк и покататься, то можно насладиться именно тем Таиландом, который вы ни за что в жизни не увидите в Паттайе, где, сами понимаете, огромное количество туристов. Даже Коh Lan абсолютно не сравнится с Кочангом, потому что Коh Lan это нереально туристическое место. С Кочангом вообще не сравнится. Настоятельно советуем попробовать съездить. И, возможно, после Кочанга вы захотите посетить и Самуи, и Пхукет, и Панган, и это уже другие эмоции. Тоже скажу свое слово по поводу сравнения. Мне кажется, что остров Кочанг, ни на один этот остров не похож абсолютно. Атмосфера все-таки совершенно разная. Но для того, чтобы понять, нужно побывать и там, что мы вам и советуем.
Обратно мы едем уже вот на таком автобусе, уже чуть побольше, чуть-чуть поудобнее. У нас вот первая остановка спустя 2 часа 20 минут после того, как мы отправились. Стандартно у нас 20 минут, можно пойти куда хочешь, всякие тут кафешки, ресторанчики. На этом автобусе намного, кстати, удобнее ехать. Даже вот шагомер не показывает такое большое количество кочек, буквально 500 кочек. А в предыдущем у меня бы уже, наверное, 1006 было или 7. Смотрите, как интересно сделали. Всякие вкусности можно тут заказать. Можно увидеть такую машинку мини. Это, по-моему, 70-х годов. Такая очень редкая на самом деле. Ну и тут довольно симпатично. Там еще такой ресторанчик оформлен в китайском стиле с гонкой Формула-1. Ну, конечно, она бутафорская, не настоящая. Ну и тут куча мест, где можно сфотографироваться. Даже с Элвисом. Ну что, мы приехали в Паттайю, вернулись сюда. Мы сюда приехали изначально всего на пару дней. Сейчас время 9 часов вечера, а мы ходим по улице в поисках жилья. Потому что случилась неприятная ситуация, нас просто-напросто не заселили, и человек, который должен был нас заселить, не отвечает. Поэтому, если мы сейчас не найдем какое-то жилье, я не знаю, где мы будем спать, на какой-нибудь скамейке, либо в холле того места, где мы должны были арендовать. Мы приехали сюда, пишем, что мы приехали, 0 реакции. Мы пишем еще раз, 0 реакции. Мы позвонили 10 раз, никто трубку не берет. И мы не знаем, что делать. Написали в техподдержку Airbnb, сказали ситуацию, сказали, ждите час, пока что мы разберемся, попытаемся до него дозвониться, дописаться. Если это получится, то вы заедете. Если нет, то мы вам вернем деньги. Мы вот вышли на улицу, пытаемся что-то найти, какие-то тут хостелы или какие-то отели, потому что то жилье, которое я смотрю тут рядом, практически уже ничего не осталось. И если что-то есть, я пишу хозяинам, еще написал 3, никто уже не отвечает, потому что тайцы 9:30 уже, как правило, никто не отвечает. Вот такие у нас приключения. Мы показываем все, что у нас есть во время зимовки, все нюансы, не только красивые там пляжи, не только красивые рестораны европейские, а показываем, что случаются такие ситуации. На самом деле очень сильно устали, потому что выехали с самого утра, целый день ехали в дороге. Ладно, идем искать, иначе мы просто действительно ночью где-то будем ночевать непонятно где. Ну вот мы нашли какой-то хостел, он еще не закрыт. На самом деле не очень хочется в хостеле быть, но Маша как-то мечтала ради контента получить такой опыт. Возможно, у нее сейчас это и получится. Там оказалось нет свободных мест, сказали, приходите завтра, но нам как бы надо сегодня. Мы пойдем попробуем что-нибудь еще найдем. Ну вот, мы находимся в лобби, наши чемоданы. Наши только 2 чемодана, это не знаю, чей. Сидим, ждем, когда нам ответит техподдержка Airbnb, когда нам сделают возврат, и потом мы все-таки будем искать себе жилье. Именно тут жилья нету, тут ресепшн работает только с теми, кто уже живет. Поэтому мы, к сожалению, ничего не можем сделать. Кстати, тут можно увидеть, вот видите, сколько посылок. То есть привозят посылку, кладут сюда. Ты приходишь, забираешь посылку и пишешь, когда ты ее забрал. Представляете, как удобно? Вот что значит доверие к людям. Ну вот, мы сейчас толкаем чемоданы, да. Местного отельчика мы нашли вот буквально напротив. Сразу не увидели, а напротив, оказывается, есть отель. Тут вот вывеска 450 бат, но нам почему-то сказали 600. Ну, видимо, потому что сейчас все загружено, поэтому так сказали. Но тут будет, конечно, уже не с бассейном и тренажерным залом, тут будет обычная отельная комната. Но главное, тут есть коты. Ну все, мы заселились. Вот наш супер номер. 600 бат ночь. То есть сейчас мы заезжаем в 10 часов. Завтра в 12 нам нужно отсюда выезжать. Зато у нас, посмотрите, какие супер удобства. У нас есть 1,5 кровати. И еще есть телевизор, есть шкаф. У моих родителей похожий. И, конечно же, туалет. И тут справа душ. Также у нас есть балкон. С балкона открывается чудесный вид на дорогу и открывается на Conda Seven Seas. Собственно говоря, там, где мы должны были сейчас заселиться, но, к сожалению, видите, бывает так, что не все идет по плану. Можно будет с утра тут сесть,
посмотреть на кондо и посмотреть на тайский вид улиц. Все, это длинный-длинный день заканчивается. Ну что, мы уже проснулись, нашли место, где попить кофе. У нас была проблема с выбором кафе, потому что тут кафешек рядом с Seven Seas просто нереальное количество. Тут по левую сторону, наверное, кафешек 5. И по правую сторону пройти там кафешек 5. Ощущение, как будто домой приехал. Ну, наверное, 2/3 это вот русскоязычное население. Очень удобно, потому что выходишь буквально тут, ну, наверное, метров 5, сразу же 7-Eleven, сразу же тут аптека, там на русском все написано, и все меню тоже получается на русском языке. Сейчас, вот, к сожалению, на Airbnb нам никто не отвечает в плане аренды жилья именно с Seven Seas. Вот его отсюда видно, да? 3 запроса я отправил еще вчера, никто не отвечает. Но нам ответила женщина с Дусита. Скорее всего, мы сейчас туда поедем. Вот, надеюсь, что сейчас дождь закончится, чтобы добежать до дома. Вот, Seven Seas легендарный, огроменный просто. И вот наше жилье. Ну а вот вид у нас из окна. Тут можно посидеть, один стульчик только почему-то. Ну а мы сейчас собираемся и едем в Дусит. Все дороги ведут туда. Ну что, мы снова заехали в Дусит, уже у нас другое жилье, тогда мы жили на 29 этаже, сейчас 15 этаж. Но вид все на тоже строящееся здание, есть все необходимое, холодильник, микроволновка, стиральная машина, плита и чайник. Куча кухонной утвари и хороший санузел, в принципе такой. О, смотрите, даже есть веник для баньки. У нас такая небольшая спальня, что удобно, что есть весы. Ну, спальня небольшая, но тут есть все, что нужно. Вот даже есть куча всяких полотенец, все что угодно. Аккуратная, маленькая, однокомнатная квартира. В принципе, нам это вот за глаза, за уши. Ну и вид из окна сейчас еще покажу. Такие стульчики, не самые новые, но вид из окна примерно такой же, как у нас и был. На рынок Jomtien Night Market тут идти буквально минут 5. В принципе, очень удобное расположение, нам тут нравится. Мы когда жили до ПТА парк, то тоже можно, в принципе, пешком дойти минут за, не знаю, за 25, там Протамнак пляж. Такое удобное местечко. Но мы тут на очень короткий срок, поэтому сойдет. Буквально совсем чуть-чуть про то, что снаружи. Самое, что очень удобно, на первом этаже есть магазин, где можно купить какие-то там продукты, очень удобно. А также тут есть аппарат с водой. Выходим с нашего кондо, и, конечно же, есть парковка как наземная, так и подземная. Я, конечно же, ставлю снизу. Дальше мы идем к бассейну и фитнес-клубу. Сейчас вам покажу. Это все находится снаружи, не в самом здании. Нужно выйти и чуть-чуть пройти. Это находится здесь. Но таким образом выглядит у нас бассейн. Тут по утру людей много. Тут также есть сауна, где можно попариться. И, конечно же, есть фитнес-клуб. На второй этаж поднимаемся. Тут есть класс йоги. Тут все, что нужно для поддержания своей формы. И даже есть шест. То есть захотели потренироваться на шесте, пожалуйста, приходи, крутись. Также у нас есть фитнес-зал. Тут у нас есть все необходимое. Минимальный набор тренажеров для поддержания мышц в тонусе. Ну и такой вот вид из окна. Позанимался, искупался. Красота. Так как мы поселились рядом с Jomtien, покажем, что тут рядом находится. Рынок Jomtien Night Market мы уже показывали в одном из предыдущих видео, его можно посмотреть. Ну а сейчас мы покажем еще пару тайских рыночков. Один из них и вовсе появился совсем недавно. 3 килограмма 100 тайских батов. Авокадо. Лонза. Слышите? Если вы хотите купить сладкие фрукты, пожалуйста. Вот такая машина курсирует вдоль Jomtien, и на русском языке говорится про манго, авокадо и стоимость. Представляете, насколько это удобно. Ну что, мы заехали на первое место, которое обязательно стоит указать в районе Jomtien. Это, конечно, Rompo Market. Я снизу подпишу, как он называется. Хочу выделить вот этот ресторанчик.
Kiss Food Drinks. Обычно мы тут едим, как 4 года назад, так и в этот раз, потому что тут есть навес. Тут сидишь вообще отлично, в отличие от Jomtien Night Market, где навеса нет и приходится на улице сидеть. Меню тут висит наверху. Больше всего мне, конечно, тут нравится это пад-тай с морепродуктами, стоимость 85. Он мне тут нравится просто нереально, готовят очень вкусно. То тут есть все необходимое рядом. Миграционный центр тут в 2 шагах. Первое. Второе. Ocean Dental. Ну, как по привычке я обычно приезжаю в Таиланд, я обязательно иду к стоматологу. Бангкок Банк. Тут также есть массажные салоны. Такие вот забегаловки, где можно съесть рыбку на гриле. Ой, запах какой, прям вам сейчас не передать. Различные шейки на любой вкус и цвет, как всегда. Можно купить и сразу же тут перекусить. Смотрите, еще какая рыбка. Тут еще гриль. И еще на фритюре все, что только можно. Видите, очень пользуется успехом. Но помимо фудкорта, конечно же, здесь есть и рынок, где можно купить овощи, фрукты. Обычно мы тут всегда затариваемся. Тут вот все, что вы только хотите. И манго, кокос, ланган. Также вот нарезанные овощи, что удобно. Очень вкусный ананас, прям нереально вкусный. Вот мне дают такую корзину, туда все складываешь и потом тебе все высчитывают. Очень удобно. Ну и по ценам. Манго 50 бат килограмм. Яблочки. Это скорее всего за одно яблоко. Кокос 35 бат. Ну и тут тоже манго 50. Но оно тут хорошее, оно тут прям реально вкусное. Мы вот в Бангкоке покупали, и в Бигси оно было как, не знаю, пластиковое какое-то, а тут прям реально очень вкусное. Ну и драгонфрукт. Это тоже очень даже сочный. Это рынок дневной, поэтому вот сейчас где-то практически уже 6 часов вечера. Уже тут все собираются. Но можно также и попасть на очень хорошие скидки. Иногда нам что-нибудь в подарок давали. Там, ну, покупаешь что-то на 200 бат, и тебе еще на 20 бат что-то дают в подарок. Вон, смотрите, сколько овощей. Вот все сочное, все свежее. Смотрите, петрушка, кинза, лучок. Вообще все, что угодно есть. Можно очень крутые салаты тут делать. Также есть помидорчики, все что угодно. Ну и вот еще немного рынка покажу, что тут есть также еще и мясо на развес. Ну и различные специи. Ни один рынок без них, конечно же, не обходится. Но самое главное, рядом с этим рынком находится вот такой вот, даже не знаю, как его назвать, но, наверное, я его назову Walking Street Walk. Хотя, конечно, это не так называется, но если вы хотите поиграть в бильярд, посидеть в компании девушек, то вот это вот прям идеально. Можно посмотреть, что вот улица, она нереально длинная, и вот практически все бары открыты, заходишь, там очень много таек, все улыбаются, ждут тебя. В основном тут сидят европейцы, отдыхают и развлекаются. Но мы идем дальше. Ну и мы переместились в другой рынок, который называется Street Food Miami Jomtien Market. Он находится рядом с 7-Eleven. На самом деле мы как-то с Машей просто заехали в 7-Eleven, смотрим слева, тут что-то происходит. Думали, тут совсем чуть-чуть 3 или 4 лавки. А оказалось, тут здоровенно большой рынок, и сейчас мы вам его покажем. Если вы хотите узнать, как едут вот эти тук-туки, вот этот практически бесплатный общественный транспорт Паттайи, то вот есть такие карты, вы их можете найти вот рядом с рынками и где-то в магазинах с сувенирами. И, собственно, вот здесь вот есть такая карта, и отмечено тук-тук, 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 и здесь разными цветами отмечено, какой именно тук-тук. Ну и начинается у нас с прилавка с крокодилом, конечно же. Ну, я его пробовал, прям супер, ничего выдающегося не было. Это у нас десерт, рыбки с шоколадом. Видите, Red Bean, красная фасоль. Хотите такой вкусный десерт? Можно взять себе что-то перекусить и сразу же тут присесть. Импровизированный столик из старой бочки. Очень необычно.
Ну и, конечно же, морепродукты. Видите, чтобы не портилось, снизу положен лед. То есть то, что на улице 3-4 градуса, вас не должно пугать, потому что все лежит на льду. Ну и тут то же самое, видите. Это очень здорово придумано. Ну и посмотрите, сколько шашлычков. Просто вот невероятно. На любой вкус и цвет. Вот эта очень вкусная сосиска, она с сыром и стоит всего 10 бат. Ну вот смотрите, те самые мясные шарики. Сказали, суп на основе кокосового молока и рыбного какого-то соуса. Также сюда добавляется лапша. И вот сюда добавляется вот такая сушеная рыбка и крабы. Очень необычно. It's spicy? From double spicy from south in Thailand. It's from Bangkok. It is from Isan. You know Isan? Near Yeah. Lao. Isan style in Bangkok style. Это Бангкок стайл, это иса. Это очень-очень острое блюдо с юга Таиланда. Это с рыбой. Thank you so much. Что мне нравится в тайцах, они всегда открыты и могут тебе рассказать. Просто подходишь, и они рассказывают тебе. Улыбаются, машут на камеру. Это всегда очень здорово. Ну, конечно, не все, но большая часть, да? И все-таки, может, попробуем, Маш? Нам нужен контент. А может, вот эти попробуем? Смотрите, нам подарили бесплатно вот 5 личинок, и сейчас Маша их съест. Почему нет? Это подарок от тайца, я не могу просто так отказать, нужно обязательно съесть. Жареные личинки, я 4 года назад их ел. Сейчас еще раз попробую. Если полностью абстрагироваться, что это личинки, то очень похоже на паштет из печени. Вот. Очень советую, попробуйте. Не могу сказать, что это было прям очень вкусно, но это было необычно. Все-таки мы в Таиланде, нужно все пробовать. И смотрите, что появилось на рынках Таиланда. Можно вот так просто подойти, и вы покупаете порошочек. Я специально спросил, можно ли снимать, потому что, вдруг нельзя, да? Нет, все легально. Это же сделаны, поэтому стоит всего лишь 300 бат. Самокруточки такие. Да. А вот печенье есть из каннабиса, покупай и кушай. На этом рынке уже чуть-чуть поменьше людей, это не Jomtien Night Market, потому что он не такой приметный, но тем не менее тут есть практически все то же самое. Смотрите, если вы видите вот такие вот шарики, спайси, то это рис. Причем он бывает обычный, вот этот именно он острый. Смотрите, только на тайском рынке можно встретить такие блюда, как жареный хлеб. Он просто в масле, обжаренный со всех сторон. Вот да, с чесночком есть. Взял перед свиданием с чесночком, съел и пошел. Конечно же, есть шашлычки. Смотрите, глиняные горшочки. Традиционное блюдо манго стики райс, 50 бат. Если вы не пробовали, то это обязательно стоит попробовать. Мы с Машей практически каждое утро начинаем вот с этого блюда. Но мы его сами делаем. Для этого нужно манго, рис и кокосовое молоко. Ну и смотрите, прямо сейчас идет приготовление самтам салата. Туда кидаются специи, различные ингредиенты и перемешивается все вот такой вот большой. Thank you. Тайский рынок — это такой театр кухни. То есть тут можно посмотреть, как готовят. Тебе расскажут про какое-то блюдо, расскажут историю, откуда это. Hello. Также дадут попробовать, вот как мне сейчас дали бесплатно, 5 личинок. Где вы еще попробуете? Да. А вот мы дошли, собственно говоря, до того места, где можно спокойно сесть и перекусить. То, что вы взяли тут под музыку, даже что-то там транслируется. Смотрите, здесь еще есть устрицы свежие, с лимончиком вам дают. Они здесь уже прямо упакованы, можно либо тут съесть прямо, либо можно взять с собой домой. А еще посмотрите, пожалуйста, внимательно, это меченосец. Только я, если честно, не совсем понимаю, как его есть. Ну и вот меченосец стоит всего 120 бат, хотя это очень древнее и редкое блюдо. Тут вы абсолютно спокойно найдете себе место, и тут никто не будет за него драться, как на Jomtien Night Market. Кстати, столы есть не только тут, еще и дальше. Сейчас я там чуть пройдем и вам покажем. Конечно же, тут есть обязательно кебаб из курицы. Ну и то, что мы на Jomtien Night Market ели, только тут более, видите, такие копченые. Обязательно их нужно попробовать, потому что они очень вкусные. Конечно же, много-много-много фруктов. Вот это вот прям очень вкусно и полезно. Особенно на ночь. Способствует успокаиванию. К сожалению, сегодня тут нету мужичка, который продавал картошку, и он давал еще 50 грамм водки бесплатно. Вот в прошлый раз были, когда стрим проводили, он такой был улыбчивый, веселый. Ну и фрукты, конечно же. Это розовое яблоко.
И вот это вот очень вкусно. Мангустин сейчас очень вкусный прям идет. Small ананас. Very sweet, yeah? Очень-очень сладкий ананас. Именно тайский ананас, он невероятно вкусный и сладкий. Всегда его беру, в манго-шейк всегда добавляю чуть-чуть ананасы. Даже без добавления сахара будет очень сладкий коктейль. Ну и вот, обратите внимание, что тут свободные места, сиденья, где можно спокойно посидеть и что-нибудь перекусить, то, что вы взяли. Ну и сейчас мы пробуем сок из сахарного тростника. Нам долго показывали, как он выжимается руками. Ну, в принципе, мы сразу поняли, что это. Но Маша почему-то все хотела точно, чтобы искали название. Это просто супер сладко и такое ощущение, будто ты пьешь, знаете, такой сахар в кубиках рафинированный такой. Если вы его когда-нибудь ели просто сахар, то по вкусу примерно так же, только водянистая такая консистенция. Это, конечно, лично я бы такое пить не смогла. Зато я узнала у тайки, что этот напиток на тайском называется нам-ой. Ну а я как человек, который только что съел 5 опарышей или личинок. Я как человек, который только что съел 5 личинок, даже не моргнув, нужно это обязательно чем-то запить. И сейчас в ход идет сок из тростникового сахара. По ощущениям, знаете, как будто бы чай, где пакетик макнули буквально 3 раза, но положили 15 ложек сахара. Он остыл, простоял 3 дня так, полностью впитался, и вот сейчас вот это ощущение сахар сахарный. Это не супер прям приятно и вкусно, но тем не менее, наверное, стоит попробовать. Это все сделано естественным путем. И Тайка еще сказала, что этот сок типа очень полезный. Если вы хотите просто там выпить для здоровья, это прям супер классно. Поэтому вот я сейчас съел 5 опарышей, тростниковый сок. Я сегодня прям вообще супер полезно питаюсь в Таиланде и вам советую. Также этот сок еще помогает от обезвоживания и является очень классным энергетиком, потому что, собственно, здесь один сахар сахарный. Этот рыночек мне нравится тем, что тут максимально спокойно, тихо и нету какой-то суеты, которая присуща большинству рынков, в том числе Jomtien Night Market. Потому что где-то, наверное, 4 дня подряд, когда мы поели на Jomtien Night Market, когда ты ходишь в толпе, ищешь еду, потом ты ходишь где-то минут 10, ищешь свободное место, и перед тобой его постоянно занимают. На 5-й день уже настолько надоедает, что ищешь рынки без этой вот суеты. Ну и вот можно заметить, что туристов тут совсем мало. В основном тут тайцы сидят с семьями. Что касается вкусов, я уже примерно поняла, почему все очень сладкое. То есть у тайцев очень гипертрофированные вкусы. Получается, что им нужно обязательно чувствовать очень сладкое, либо очень острое. Причем еще, если мы возьмем какие-то шашлычки, то очень часто они делаются со сладким соусом. И это все, конечно же, очень необычно для нас, но стоит, конечно же, попробовать. Да, и еще я могу добавить то, что когда мы приехали в Питер, и мы ходили там по кафешкам, у меня вот было ощущение, что вся еда абсолютно пресная, потому что мы в Таиланде каждый день практически ели на рыночках, покупали какие-то готовые блюда. Это все миллион каких-то вкусов. Когда ты в Питере пробуешь еду абсолютно практически любую, после пребывания в Таиланде почти год, да, то практически вся еда становится абсолютно пресной. Поэтому, когда приезжаешь в Таиланд, хочется ходить в тайские кафешки, в тайские какие-то рыночки, потому что даже в обычной макашнице, да, где приехал таец на каком-то своем транспорте, вот можно вот такую вот показать. Возможно, этот повар на протяжении 30 лет готовит одно и то же блюдо, и он это уже отточил до такого мастерства, что ты просто пробуешь и диву даешься, насколько это вкусно. Обязательно, конечно, есть послевкусие, которое во всех тайских блюдах присутствует. Мы с Машей можем очень долго говорить про тайскую еду, потому что мы не первый, не второй, даже не 5-й раз в Таиланде. Если вы только собираетесь ехать в Таиланд или уже приехали, и по каким-либо причинам вам что-то не понравилось, и все-таки дайте второй и 3-й шанс, найдите какие-то свои блюда, которые вам будут нравиться. И обязательно вы их найдете, если будете искать. Ну и смотрите, где-то в районе 8 вечера тут практически никого нет. Ой, смотрите, 35 бат. Вот такое вот блюдо. Называется якисоба. Очень необычное название. Смотрите, тут можно сделать маникюр прямо на рыночке. Перед свиданием делаешь и реснички. Получается, это яйцо сверху, а внутри курица. Это прям очень вкусно, намного вкуснее. Если хлеб и внутри курица, обязательно попробуйте.
Тут это все готовится, все очень свежее и прямо классное. И смотрите, сейчас идет приготовление crispy butter. Ну и потом в таких вот коробочках это можно купить у тайцев. Это как такой десерт, да, как у нас чипсы, а тут такие вот штучки. О, Маше даже дали попробовать. Thank you. Несмотря на то, что большинство десертов в Таиланде такие немножечко странные, то, если честно, вот это прям вкусное, особенно когда оно тепленькое. Это как тонкий-тонкий хрустящий такой блинчик, поэтому вот это, кстати, я рекомендую попробовать. Зря мы не пробовали это раньше. Мне тоже очень понравился вкус, там и сладкое, и соленое, прям необычное. Я такого раньше еще не пробовал. Тут всего 50 бат стоит пад-тай. Девушка на улице готовит. Это очень здорово. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!